Вы только посмотрите, это настоящее домашнее чудо! Сегодня готовим гнезда из кабачков с сочными фрикадельками и сырной шапочкой. И поверьте, это будет очень вкусно. Итак, нам понадобится 2 кабачка. Сначала натрем кабачки. Ничего сложного, обычная терка подойдет. Привет, друзья, еще раз! Я очень рада видеть вас на моей кухне. Блюдо очень вкусное, быстрое, обязательно приготовьте со мной. Натерли кабачки и отправляем их в миску. Немного соли. Посолите кабачки, перемешаем хорошо и оставим минут на 10, чтобы они пустили сок. Пусть отдохнут. Ставим разогреваться сковородку. Немного растительного масла. 1 луковицу меленько нарежем. Режу лук и сразу вспоминаю кухню бабушки. У нее все всегда начиналось с лука. Резать лук, конечно, не самая веселая история. Готовьте платочки. Зато все блюда домашние не обходятся без этого главного ингредиента. Отправляю лук на сковородку и, помешивая, жарю 3-4 минутки на среднем огне. Присматриваю за луком, чтобы он не подгорел. Ну что, кабачки у нас постояли. Беру такую хорошую горсть кабачков и прямо сюда можно в миску отжимаю хорошенько. Сжимаю руками, чтобы вышел весь лишний сок. Он нам здесь не понадобится. Это нужно для того, чтобы кабачки хорошо держали форму. И они обязательно должны немного постоять с солью, потому что соль вытягивает лишнюю влагу из кабачков. Ну что, все хорошо отжали и отправляю кабачки в чистую миску. Лук уже пожарился, можно снимать с огня. Готово. Беру 1 картофелину крупную и тру на крупной терке. Кабачки с картошкой получится очень сытное блюдо. Не только вкусное, свежее, летнее, но еще и очень полезное. Хорошенько отжимаем сок также из тертой картошки. Опять же избавляемся от лишней влаги и добавляю картошку к кабачкам. Теперь небольшой пучок любой свежей зелени. У меня петрушка, вы можете взять, если любите кинзу, а может быть кто-то любит укроп. В общем, любая зелень, которая найдется в огороде, на грядке, где вы там сейчас находитесь, или в холодильнике. Добавляю немножко петрушки. Жареный лук не забываем, он придаст мягкость, и соль, перец по вкусу. Можете добавить еще какую-то приправу универсальную, здесь по вашему желанию, друзья. 1 яйцо тоже отправляется в миску к овощам и все хорошо перемешаем. Друзья, а у вас есть любимые блюда в семье? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Мне очень интересно, какие блюда вы чаще всего готовите. Добавляю столовую ложку крахмала, у меня кукурузный крахмал. Вы можете также заменить его мукой или картофельным крахмалом. Еще раз все хорошо перемешаю. И сюда же отправляю тертый сыр. У меня здесь где-то чашка тертого сыра, грамм 100. Он здесь нужен и для консистенции, и для вкуса. И в самом конце немного панировочных сухарей, где-то 3-4 столовых ложки, потому что нам нужно, чтобы вся влага впиталась с сухарями и все хорошо держало форму. В миску отправляю фарш. У меня есть кусочек хлеба, пару ломтиков хлеба нужно. Мой хлеб уже не самой первой свежести, но он идеально подойдет для фрикаделек. Срезаем с хлеба корочки и нарезаем на кубики, или если у вас мало времени, можете просто нарвать хлеб руками, прекрасно работает. Отправляю в миску, заливаю все молоком. В крайнем случае можете заменить молоко на воду, такое тоже допустимо, но с молоком, конечно, очень по-домашнему. Оставим на пару минут и снова трем лук. Да-да, трем на мелкой терке. Этот лук у нас для мясного фарша, он придаст ему сочность, и начинка получится невероятно сочной, нежной, очень вкусной. Отправляю луковую кашицу в миску к фаршу. У меня здесь говяжий фарш, вы можете заменить его любым другим. Отправляю сюда же петрушку и хорошенько отжимаем хлеб
Он уже хорошо набух, стал мягким, нежным. Хорошенько отжимаем его от молока, от всей жидкости. Кстати, куда вы деваете вот это молоко, которое остается после замачивания хлеба? Мне очень интересно, может быть, у вас есть какие-то секретики. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Будет очень интересно узнать, куда его можно использовать. Хорошенько отжали и тоже отправляю батон, хлеб в миску к фаршу. Теперь мой любимый момент. Натираю пару зубчиков чеснока. Такой аромат, друзья, я обожаю чеснок. Он действительно придает самое изысканное сочетание любым блюдам. Сюда же соль, перец. И сочетание чеснока со свежемолотым перцем самое-самое вкусное, мне кажется, потому что блюдо получается тогда с очень ярким, насыщенным вкусом, и иногда я даже не добавляю никаких других специй, потому что чеснок и черный перец делают всю работу. Хорошенько перемешиваю, я люблю перемешивать руками, вы можете просто воспользоваться ложкой, а я очень люблю работать с тестом, люблю работать с фаршем, потому что это так по-домашнему. Зачерпываем горсть, ложку, я пользуюсь ложкой для мороженого, нашей кабачковой массы с картошкой и лепим вот такие вот шарики. Выкладываем их на противень. Противень застелим пергаментом, можете просто смазать растительным маслом хорошо, тоже вариант. Всего 6 шариков у нас получается. И делаем такие вот углубления при помощи ложки. Получаются такие гнезда. Гнезда из кабачков и картошки. Будет очень вкусно. Так, мне очень напоминает это кухню моей бабушки. Такие домашние рецепты, всегда теплые, уютные. Посмотрите, какие симпатичные гнездышки получились. Теперь главный герой нашего рецепта. Набираю хорошую такую порцию фарша и в серединку кладу сыр. Посмотрите, как вкусно. Защипываем теперь края хорошо, чтобы сыр оказался внутри. И делаю вот такую вот большую, просто огромную фрикадельку. Представляете, как вкусно и сочно это будет, еще и с сюрпризом внутри. Всего фрикаделек делаю 6 штук по количеству гнездышек. Посмотрите еще раз поближе. Вот такое вот углубление делаю и побольше тертого сыра. Вот так. У меня сыр моцарелла, я люблю ее использовать, она очень вкусно тянется после выпечки. Но вы можете использовать любой сыр, который найдется у вас в холодильнике. Хорошенько залепливаем все края. И вот такая вот большая фрикаделька готова. Ну, красота получается. Ну что, 6 фрикаделек готовы и ждут свои гнездышки. Беру фрикадельку и кладу. Посмотрите, они просто идеально подходят друг другу по размеру. Такая сладкая парочка. Очень вкусный рецепт, друзья. Вы напишите, пожалуйста, в комментариях, вы будете такой рецепт готовить? Вам он нравится вообще? Вам нравятся такие блюда? Напишите вообще, что вы любите. Мне всегда очень интересно, и я буду рада узнать, чем вас можно порадовать в моем новом видео. Отправляю в духовку, температура 180 градусов, где-то 25 минут до румяности. А тем временем смешиваю тертый сыр с ложкой сметаны или майонеза. Хорошо перемешиваю, буквально, чтобы все ингредиенты объединились. Вот такая получается кашица. Это маленький секретик. Сейчас выкладываем сверху на фрикадельки ложку вот этой нашей массы сырной. Получатся такие очень вкусные и румяные сырные шапочки. А за счет майонеза или сметаны сыр не будет сохнуть, и такая шапочка получается очень вкусной. Моя мама всегда так готовит, и я научилась этому секрету у нее. Отправляю в духовку еще на 5 минут. Ну только посмотрите. Это же такая вкуснятина, аромат просто на весь дом. Очень вкусно, уже не терпится скорее попробовать. Такие фрикадельки из кабачков с картошкой, из фарша, они получаются очень сытные, очень вкусные. Вы можете готовить их на выходных, когда у вас есть немножко времени. И знаете, почему я люблю это блюдо? Потому что вся семья потом всю неделю вспоминает
этот вкусный ужин, и это действительно греет. Это тепло, это наша любовь. Посмотрите, какая красота! Куда-то сыр убежал, но это очень-очень вкусно, мягко, сочно. Не забудьте поделиться рецептом. Пока-пока и скоро увидимся!